захват окна, экрана. Захват экрана. Все. Все работает, ебать, живем. Все, пацаны. Сейчас я звук врублю, чтоб если что как пиздануло нам, так пиздануло. Вот. Лан, как часы нахуй, да. Все. Сядим и ждем. А, я думал, только в винтетке вышли. А, ну хотя да, мы винтетки поставили. Мы же поставили E3. Ну тогда все, придется пиздеть, болтать. О чем поболтаем? Не знаю, может музыку врубить какую-нибудь пока. Да какую? Да давай посидим поболтаем. Какая музыка? Зачем она будет портить атмосферу? Давай поболтаем. Давай. Не, просто тихо, просто я не Да знаю. нормально, зачем музыка на заднем плане? Нормально все. Давай поболтаем. Бля, я так пожрал хорошо сейчас. Ёбаный рот. Народ, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что делать, если кошка в депрессии? Ну, хоть не покажете ебучий фолч онлайн, надеюсь. Ну, нахуй ваш кофе, у меня уже сердечко побаливает. Не, если кофе сделал, давно кофе не пил. Нет, я чай. Ой. А, кстати, в топе трансляции сейчас. Electronic Arts тут у меня 11 тысяч смотрит пока что. Ну, там оттуда. Да. Да, все. Блин, может реально музыку включить? Музыку? Да она перебивать будет. Нас и так тиховато слышно. Зачем еще музыку? А может поподробнее о депрессии? В чем она выражена? В смысле, в чем она выражена? У меня кошка ничего не ест. Ничего не ест и тихо ходит. Толком начала вот только сейчас опять пить. Подавлена, у нее нету жизни ни к чему. Она лежит целыми днями, спит. Кричит, как раненый тюлень. Что может быть выражена депрессия? Ну вот, как вы себя в депрессии ведете? Ничего не едите, апатия, у вас вам ничего не интересно. Кошки то же самое. У меня есть такая мысль, типа, у Иридины фамилия Брея Глаз, но вот с English Break сломанная глаз, получается, очки. Получается, Иридин сломанное очко, может, сломанное стекло. Глаз это вообще стекло, насколько Глаз я это знаю. стекло. Да. Брей глаз это... Котя прям совсем в депрессии, на игрульки не реагирует, но расслабьте, как на валерьяна едать понюхать, на кот обычно припадывается. Брень, вот представь, 2 года с тобой жила, вот кошка, и умерла, блядь. Она осознала это только на 3-й день. Она вот сейчас просто, серьезно, она вообще не реагирует ни на что. Она просто вот первый день, когда мы похоронили Цири, она не понимала, она ее искала. На 2-й день она еще как-то ела, но опять уже очень мало ела, она все еще искала. На 3-й день она осознала, что нету Цири больше. И все, блядь, она ничего не ест, она лежит, спит, она ничего не хочет делать. Мы пытаемся ее приласкать там, как-то погладить, попробовать подкормить еще что-то. Ничего, бесполезно. Я не знаю, блядь, выходные начались, и к ветеринару никуда не отвезешь. Поэтому я не знаю, что вот можно сделать ей. Я бы взяла какого-нибудь хомячка или грызуна для компании. Это бессмысленно. Вот я без понятия. И так, блядь, вся квартира в полной апатии. Еще и теперь она начала. Господи, блядь, когда же это все закончится? Опа! Что-то началось. Бля, давайте искать Логвинова. Сейчас Шевцова будем искать. Шевцов тоже здесь.
welcome to the pre-show. And I am Jose Sanchez, back for my third EA play. And Что-то у них там так тепло, я смотрю, так хорошо. Oh, most certainly. You guys, this is an amazing 3-day gaming festival. There are games for every genre, every age group. Every fan of games. Dude, we got all Там kinds of курилка, да, походу, вон у них в уголке. Походу. There's trivia, there's Просто prizes, ей, there's если a ей ball одиноко, то новая pit, компания поможет a ball помочь, но я pit. хз, у меня What? кошка, Yep, that's поэтому happening отдельно here at стоит не EA дам. Play, so you can go and Ей jump in there плохо, if you feel но like it. There's a family fun zone. я не There are знаю. all kinds of sections and scenarios to go and check out if you come to EA Play. Wow, there are literally thousands of people standing outside right now. But Jose, Там факер внизу you said сидит. this was your Смотри, это факер. Third, I've been to them all. Back in my day, the first EA Play was held on the Old West, and there was Я не games знаю, that people wheeled out in horse and carriage. No, I'm just kidding. That didn't happen at all. But no, as I said, it's safe to say that this is the biggest EA Play. Что-то он говорит, So что many games a lot of people are excited to hear я about. вот прям There's not only слушаю. just the games, as I mentioned, there's 100 hours of streaming going on from a lounge somewhere that I haven't been А invited хули тут to. одни Jose, I черные? gotta Как бы я не interrupt you. расист, но... Do you hear this amazing Бреня, echo that's ищи happening своих. since we're on that giant screen Чё back искать? there? Они тут везде. Она в I Agile love the sound сказала. of my voice. That was it. Она сказала в Agile. So I couldn't resist. Just the story you were telling about being in the old Буду West. серьезным ебалом и слушать, будто все понимаю. But Поверь this мне, is ты your один. first hosting I EA know. Play. Welcome to the family. How do you feel hosting EA Play this year? You know, I feel great. I Честно, have самые seen so many такие, amazing ну, developers самые такие так who are себе super excited to трансляции show off всегда their были у games on EA. stage in just a little bit. Не, Не, вообще самые всегда такие Пока все моменты. гейминг, да? Нет, самые такие себе, это всегда вот перед трансляцией, когда сидят, стоят такие два и начинают обсуждать, бля, чё ж мы увидим, чё ж мы увидим. Потом трансляция заканчивается, они такие после этого, бля, вот мы увидели, вот мы увидели. Вот это всегда момент сосуд. It's not just the developers that are international. It's fans that have literally come from all over the world to check out the games that they're showing here at EA Play. Maybe even get a chance to play some of the games that they've been waiting to play. Там рэпер? Jose, I'm so Вау. glad you brought that up because I have a couple fans right here that I'm going to talk to. So I'm going to send you Хуйню какую-то inside the эльфийскую I'm going несу. inside. You go. I'll Привет, check in with you in a little bit. мельхионер. All right, you guys. So, like I Спасибо. mentioned, we've got tons of people who have been lined up here in Hollywood, sweating outside in the sun. And Она we're на going to talk кого-то to a couple of похожа, не them. могу First понять на up, кого. we've got this А чё very ты tall подругишь? gentleman. Hey there, what's your name? He's Подрубите expert тебя from там. the Dynasty. Expert from the Dynasty. That is a fancy gamer tag you have there. So, what's the deal with this belt? Блять, и чё я So in закрыл? my Madden League, when you win a championship, you got to show off your championship. Okay. So I got the belt, so everybody Это knows что, с I'm the ВВЕ, что ли, champ. приехал? All right, so he's got the belt. So that means you're obviously Бля, here чё у to вас play стримне в Madden. Is there a 1080? particular part of the game you're looking forward to trying out most? I'm a CFM guy, so I can't wait to see what they Блядь. did with the gameplay for CFM. Все в 1080, But, ничего не of знаю. course, I love MUT too, so I know Он it's чё, gonna be an блядь, рестлер, exciting year for Madden походу? 19. I can't wait. А может он это? Got some surprises in the show. We'll have Нет, a great именно time на at Твиче FanFest максимум this 160. weekend, Ну, and we'll пока check не in with you in a знаю. little bit. Appreciate you. All right, so we got some more people here. Hey guys, how's it going? What's your name? I'm Josh, aka Опа, смотрите, Titanfall 2 это So рекламирует. Josh, I see you're wearing a Ибо у него там Titanfall 2 ключей. shirt here. You a big Respawn fan? Yeah, I'm a big fan of them. I mean, Да, the first большой and second фанат. game, especially the second Бля, game, говорит, драчу на I нее mean, ночами и they днями. were just incredible, you know. The Это campaign просто for the second невероятно. one И was just like, Battlefront they hit you сзади, in the gut. отлично. Oh, Нет, это absolutely. And you also have невероятно. a dice lanyard on there. What's that about? I got this in Dice Sweden. I won that sweepstakes about 2 years ago. Мне прям интересно, что же with будет Monster, Battlefront. and I gotta go Мне это 5 баба одного days, Крису all expense напоминает. paid Поверь мне, trip, тебе одному. and Dice treated us like better than Rockstar. Я you know? приехала в LA, чтобы I быть mean, That sounds ебалом, awesome. посмотреть I на don't то, как я get to обосру go do типа that. по ВВЕ, I я mean, уже they получил. said like it was like super exclusive, and Ты we там felt переводи like там, we если felt really чё. good that they let us in, you know. I mean, I can't Ой. wait to see, Ладно, ладно, like, ладно. Давай хуйню не I'm gonna be страдай. playing Battlefield 5 Да они today, обсуждают какую-то and непонятную just to see херню, the блядь. Типа, familiar ты чё, faces фанат is gonna, Titanfall like, 2, it's да? like a- Упорный it's фанат, just блядь. awesome, you know? Да, мы тоже I'm это really поняли. Я glad. такой, бля, я фанат Well, пиздатый, I think бля, you're вообще, gonna love вообще what Ты they ж are охуенно. саендук. showing in the press conference. То есть So тут I'm gonna разговоры let на you данный go момент in из and разряда, enjoy the бля. FanFest and have a great weekend, Я никогда man. не любил такие разговоры, потому что Alright, we got обычно a couple ведущие, more они here for you нихуя не guys. понимают Look в at играх. look at you two in your matching jerseys. What are Типа, your names? о, вы My name is играете в Jacob, мобильные aka игры? Lord Вы Jacob чё, 97 on Xbox. геймеры? О, вы Greg, фуфелы, да? Ага. Space Cat on Xbox as well. So clearly, you're here to Она play такая, FIFA. ой, я смотрю, вы пользуетесь успехом у женщин, судя по внешнему виду. Особенно Ultimate длинноволосый. Team as well. Yeah, what do you guys think about the cover star? Oh, it had to be Ronaldo. I was happy about that. I'm excited that they're gonna do that. Ronaldo for another year. That's great. Back-to-back years is the best player in the Zan. world. It had to be him. I mean, you know, there's a lot of other players that Привет, maybe deserve the Басти. spotlight. No, you don't think so? No, the best player in the world Мефисеры. had to be Ronaldo. Yeah, Yeah, I mean,
О, Роналдо. You guys are repping. That is А ты, amazing. да, не читал, When ну, it что comes to Роналдо в FIFA, are России? you guys kind of at the top of Зачем? the class in Хуй your group знает. of friends? Are you in the middle of the Наверное, на pack? этот... It's okay if you want to А, lie. 17-й же I чемпионат would consider мира myself at the top по of my футболу friends. в России. I mostly play Ultimate Team, so Они в I'm жопу not in the top division. ебутся. I'm on Division 4. I'm making my way up the top, you know, but Это compared to индусы. him, I might be a little better than him. Индусы? Ну, по-любому, вот этот Yeah, индус, I usually смотри. just Я like, прям you know, чувствую kicking off запах with говна. friends, friendly matches. I'm not into competitive, but I like playing with my friends. It's a А great- это, it's a great короче, game. ну, бля, в Nothing wrong фильме with playing каком-то with your снимают. friends. Guys, thank you so much for chatting Трансформеры with me. Have a по-любому. fantastic time at the Fan Fest today, and we'll see you guys later. All right, Как все, everybody. So наконец-то. I am about to go check out some other stuff. So that Ну, means слава богу. that I'm gonna go see what my buddy Jose is up to. Jose, what are you doing over there? That's right. I am here in the Madden Mobile area, and now we're going to О, find батя, out такой, exactly как what's говно taking вонять Madden даже Mobile через this year стекло, into слышу, бля. overdrive. Опа. О, Бля, что-то про спорт прям. Как охуенно. Всю жизнь ждал. Сейчас, подожди. Фуфа вышла на Сыч, и это тоже на Сыч выйдет. Я ее явно видел в каком-то порно. Поверь мне, не ты один, походу. Обожаю всегда трейлеры про спорт на презентациях Electronic Arts. Сюжет есть. That's right. This year, Madden NFL Mobile becomes О, баба, Madden это ты? NFL Overdrive. I am Это here with Дружко. Mark and Joe, and they're gonna tell me Не-не-не, это ты лысый из Бразерс. Бразерс. this mobile version into Давай уж Overdrive. более What's the банальную Madden шутку, Mobile? она тут сработает. Они всю порнуху собрали здесь. Да? Чтобы смотрели дети. Он еще и гейм-директор, ну точно из порнухи. Это хит. First thing you notice when you look at the game, it's definitely catching up to those console-style graphics. How are you Бля, у guys мужика taking the борода power of охуенная. tablets and mobile devices А and почему putting они these стоят с graphics on the kids? планшетами? Well, Вот, we've ну, seen in для the past. чего? Они там дела Смотри, 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 делают. сверху палец порнуху. Они там дела делают. Что такое? А что ты не оттуда в итоге смотришь? Да тут не легче смотреть. Ну тут же не Okay, so слышишь. let's talk about this Слышу. the mode you're playing right now. 'Cause Я the и score нас is слышу, и что там 339 to слышу. 102. И There's мне something так удобно. not right about that. How do you have so many points? Are you just that good at making А, они вдвоем играют сейчас друг против друга, что ли? Я еще не мобил. Бля, мы играем на планшете в Мэдден. Вы понимаете, какие мы классные? Мы так получаем столько удовольствия от этой игры. Вы не представляете себе, мы такие хардкорные геймеры. Вообще. А ему стыдно, походу. Мы не эти казуалы с Nintendo и Zelda. Вот Мэдден на планшете, вот это да. Он ему ногу сломал. So one of the things I noticed about is Голову let's пробил, talk блядь. about captains. Причем в You guys реальной tell me жизни. that there's Почему gonna be бородатик captains. How do молчит? captains Ему play a стыдно. role Ему in стыдно, Madden блядь, NFL пиздец, на что Overdrive? меня подписали, а? Играю, блядь, Мэдден на планшете, ну ебануться, туфлегнуться. Нет, блядь, мог же... Блин, ну мог же, ну хотя бы, ну ладно, не к Nintendo, ладно, не к Sony, блядь, хотя бы к Microsoft пошел бы, да? ПК гейминг уже Хотя бы хотел. ПК гейминг, блядь, посидел, нет, That's пиздец. why I said sorry. I knew it was gonna happen, Russ. Пошаговая, что ли? XCOM, Пиздец. XCOM. блядь. That was 100 Они, короче, Yeah, решили XCOM спорт пустить, чтобы ну, люди умели там. Он даже не знает, во что он играет. Ну по нему видно то, что он просто, бля, куда тыкнуть, чтобы было весело. And is Вот, there, о, is there очко. specific captains for each Тыкнул game? Is туда that how it's пальчиком. gonna be played out? Or you guys like, can I choose my own captain? Он такой, я тут постою так, для вида. Да, для вида. Потыкаю в планшет. Alright. So, and when choosing different captains, how is that going to affect Они the пошли way все I play or запинали he plays? пацана. Or В чем you play? прикол? So again, so if I'm running the ball, or if he's running, if he's Alex Marks' coach, he's going to be running the ball a lot. And then another thing he's going to be able to Не, do просто, is вот, also понимаешь, affects, вот some of the просто, вот tactics over here that давай he- сейчас перейду на самом деле, что он Message, говорит. change how his Игра, defense блядь, настолько works. казуальная и настолько Now, one of the простая, things что я I могу noticed that when you одновременно look at the пиздить screen, с there's a вами, little блядь, meter и at the тыкать bottom. в планшет. Это симулятор What's this meter all about? ПТО. Yeah, that's right. Вы So one понимаете of то, the что things, даже, man, you даже самый are- умственно отсталый фанат Fortnite сможет в это играть.
Вы понимаете? А мы еще сделаем фри-то-плей, А может- ведем игроков за карточки, а потом мы еще и ведем Maiden Battle Royale. Все школьники будут просто в ахуе. Даже самый последний умственно отсталый идиот сможет в это играть, Рафлан ебало. Знаете, вот про это- начало такой, ну пиздец, он хуйню несет, понимаете? Хуйню, блядь, ни один нормальный человек в это играть не Нет, будет. я говорит, не буду в это играть больше. Это будет фри-то-плей, который, ну, честно, ну, мы, конечно, мрази, но нам стыдно брать за это деньги. How does that affect the way he plays against you? And like, are you getting notifications when he's scoring, or is it just like Well, you're he just didn't score that much. I mean, he did. So I didn't get So many. obviously you weren't. Yeah, you But weren't getting yes, notified too I am much. seeing what he's doing as we go back and forth, and you know, were it a closer game, I would see these wild swings back and forth and scores. But in this case, I didn't have much to worry I was about. gonna say because it looks like there's absolutely no way he's coming back from a 195 to 820 defeat. Not in this case. Понятно. That But there's a hurts. lot- Все поняли, да, про что там going наши on back and толстяки forth. за... What captain we chose, like, Мне кажется, или в игре нет interaction геев, back and не forth, толерантно. critical, kind of your success being able to win it. Тут скорее в игре про Мэдден, So who's нежели your, про I have to Раунд. ask quickly, who's your team? My Ну team да, они is там the все в Titans. жопу долбятся. Titans. Yeah, Dolphins. Titans and Dolphins. Yeah. Dolphins? I mean, I'm sorry. Dolphins? Sorry you guys have to do that. Это отсылка We к all make Джордану. mistakes. We do. This year, we all know it's going to be the Niners Я here. сейчас сначала послушала Praise Jimmy Долбится. Jesus and all his name. Поэтому, You guys, thanks so да. much for showing us Madden NFL Overdrive, and now we are going to find out what's happening from football to football. As Не, we на hit самом the деле pitch and это see настолько what's going on in the Бля, world что of я- сейчас FIFA. футбол. Футбол. Hey guys, it's Spencer Я here даже не from могу Spencer никак FC нормально coming to you пошутить. У from меня только Amsterdam. шутки We've про just жопу и wrapped анальную on the ебу. FIFA 18 Global Амстердам. Series playoffs and we've Амстердам. successfully А, found это the чемпионат, 32 видимо. best players in the world, По all of which фуфе. have qualified Не for the знаю, FIFA фиферы, World Cup это, ну, Grand это та раса, ну, которой я даже притрагиваться не хочу. Я даже не хочу, чтобы у меня был кто-то знакомый фиферы. Я видел людей, которые играют в фифу на приставке, и честно, я с этими людьми уже больше никогда не общался, я просто не понимал этого. У меня есть один знакомый, который на полном серьезе играет в фифу. Я у него спрашивал, в чем прикол, типа, вы можете мне объяснить так, чтобы я понял? Потому что я вообще, я в этом не вижу абсолютно никакого смысла. Он сказал, нет, ты не поймешь, понимаешь? Серега, вынимай, мне уже больно. Нет, я понимаю, например, вот знаете, играть, ну, в крайнем случае, да там команда играет, команда играет. А здесь по одному человеку они сидят. Он один сидит и гоняет, приветки, ребят. Он один сидит и гоняет, блядь, 10 человек по полю. Не чтоб хуй гонять в руке, блядь, он сидит, 10 человек гоняет. Может, видос чуть потише? Давайте сейчас. Вы же молчите, не Не, говорите. видос не надо потише, просто надо, наверное, в сторону микрофона нам с тобой говорить. Вот ты привык орать. Можно сделать 10 лысых в команде и гонять их. Но он ебанулся. Я бы тоже ебанулся. Он просто ебой, короче, пародирует. My longest ебой ever. As you can see, 20 million players from 60 countries came together in tournaments all around the world for one reason, to become the best FIFA player in the world, and it's all going down this August in London at the E-World Cup. Oh my god, I can't Это он believe I wish I озвучивал was there. того I wish I выше. could be one of the Не 32 знаю, guys. честно. О, я Кэмбоу. It's the most popular sports game in Да, the world. содержательный E3, однако. Очень содержательный, блядь. Так это, подожди, это еще не началось ничего. Сколько он орал? Ну, короче, негра он не переорал, это честно. Нет, не орал, не переорал. Нет, секунд 7. Он, блядь, на Гагатуна похож, только менее всратого. Ты чувствуешь, когда не знаешь, кто это? И слава богу, ты видел нормальных людей. Кого она мне напоминает? Вот скажите. But right now, I am standing inside the Access Lounge here at EA Play. It is a doozy of a structure, you guys. And there's Она на тёлку похожа, 6 кадров. Да, бля. Я только сейчас так поняла. So much for coming up into our not so little lounge. Yeah, so what's the story behind this? You were telling me that when you guys originally envisioned Access Lounge, that it was something completely different. Yeah, as you know, all of the planning from our team Элиана takes about Фортуна. a year.
Звучит как ник порноактрисы. Знаешь, с такими жестами, как бы, ну я не вижу, что она работает в индустрии Она такая, игр. я так разбираюсь в играх, да, я играла в Candy Crush на телефоне. Я, знаете ли, тоже во всей этой геймерской тусовке. Смотри, как красиво у нее никого нет. Купи себе Battlefront, Комкрафт потянул, но на E3 я узрел 6 кадров. Ой, господи, порно захватило игры. Hot Terminology Weekend, yeah. Вы когда-нибудь играли в Clash of Clans? In addition to what everything that's happening right here at the Война началась. you guys Да, are doing Багдад. this crazy streaming initiative. Let's talk about it. Все начали трансляции Мэтт, Забура. Неужели все люди, кто к нам показывает, разбираются в играх? Нет, просто я на данный момент. Я не верю в то, что они разбираются в играх. Это, скорее, это люди из разряда пиар-менеджеров. Ну вот, скорее всего, да, она, видишь, там сверху держит, чтобы это свет нормально был. Они просто такие, мы... Не, она, кстати, знаешь, она может быть из отряда маркетинга, да, где вот... Куда попихать рекламу, Да, как что- сделать ее, что раскрутить. Блин, у нас в последнее время популярен Battle Royale. Давайте сделаем то же самое. Даже с РПЛ E3 ведет. Ну, я играла в Покемонов, кстати. Просто как бы это не было забавно, но во все эти моменты выставка Nintendo, она более игровая, чем вот эта выставка E3. Точнее, начало вот это. Как там было? Гейм. Что он там говорил? If game is not fair, Я там жду. просто все люди разбираются в играх. Я тут не верю, блядь. Я уже жду скорее. Мне кажется, она зашла в Star Wars Battlefront, поковыряла с менюшки, такая, бля, какая классная игра, всем понравится, и вышла. Там что-то про BioWare я Типа, ой, там они делают Азем, это мы там добавили всякие такие штуки, вот. Она оттуда, что ли, у них? Да. Блять, Sims. Меня пугает этот чувак. Он цветочки нюхает. Вот такой, я долблю кокаин, героин. На игры вообще поебать, ребята, ливайте с этого E3. Идите тусаните. Точно, времена года же, да, там? Привет, девушка, привет, девственник. Как идет разработка Sims? Насколько вы изговнили игру? Мы настолько изговнили игру. Дусик? Дусик? Дуся, вот. Мы настолько изговнили игру, то что теперь ни один фанат в нее не вернется. Sims Саплы? Ну ладно, у него фамилия нормальная, у него Дусик. Мы решили добавить Sims Battle. Боже мой, это такая ущербная шутка про Battle Royale уже. Ну, блять, дело в том, что это может быть актуально тут. Мы добавили в Sims сетевой режим. Теперь вы должны в течение 2 часов раскачать вашего персонажа, и чтобы он был... Навесили рюкзачки. И он, небось, стоит в сланцах с носками. Да, про времена года. Не знаю, у меня вот подруга, даже не знаю, подруга, не подруга, блядь, знакомая. Ну, играет, подруга, так, играет подруга Sims. играет в Sims 4. Я вообще не понимаю, во что там можно играть. Ну, серьезно. Ой, блядь, решил создать персонажа почти похожего на тебя. Ну, как круто. Нет, Ну зачем пацан, вот зачем китаец создает бабу? На самом деле, он создает свою 2D вайфу. И будет следить за ее жизнью там. Ага. А потом возьмет, короче, и в комнате где-нибудь закроет ее.
not the real life weather. У меня кореш по приколу через себя и друзей делал тупо от балды. Так нет, у меня там прям всерьез, блядь, играет. Нет, ты чё, она такая, бля, я сейчас реально создам себя, создам, блядь, всю свою семью, блядь, вообще всех, и буду жить там, как в реальной жизни, только в доме, бля. А ты вот знаешь, я тебе сейчас вот расскажу прикол, да, а ты вот, не знаю, плакать или смеяться. Вот. Помнишь, когда я установила третий Sims? Я решила, с дополнениями, когда вот, я решила, или второй, я решила создать двух кошек. В итоге в первый же день у меня Цим убежала. Там, в игре, она просто сбежала. А сильно осталось? Круто, да? Я когда пытался играть в Sims 4, поиграл полчаса, стал страшно френчатой жизнью, удалился к херам. Да, там дверь обычно удаляли. Не, я делала как? Я создавала там парочку, потом шпёхались они, она рожала ребенка, мне настоебывала за ребенком убирать, я закрывала все двери, я все нахуй продавала. Запирала их в разных комнатах, один умирал, там ребенок где-нибудь в другой комнате был, за ним приезжала опека, дух там ходил по дому, ну короче весело было. Не знаю, я однажды, когда... Это вот мой единственный раз, когда я играл в последний Sims. Я создал там персонажа, создал там эту персонажа Кстати, ну хуй ему баба, ну правда. Потом я вот эту семью, этого персонажа запер в комнате без дверей и всего остального, смотрел, как мне подыхают сок по говне и моче. Ну это нормально. Честно, я такое удовольствие от этого получил, просто пиздец. Больше я не заходил в Sims. Ему что-то нравится ковыряться в каталоге, типа это его любимый аспект в игре. Это много объясняет. Ну, каталог это вроде бы... Каталог, я не знаю, это вроде там ты создаешь сам все вообще полностью, изначально. Дом. Что-то кроме пятой батлы должен быть этот Атом, или как он там. К моей сестре в руки попал диск с порно-пародией Sims и вообще не детскими играми, и мы играли во все это. Круто же. Ко мне в руки, блядь, в школьничестве попалась, блядь, разработка русских, Дом 2 называлась. Это был Sims, только созданный. Давай посмотрим. Я хочу посмотреть. Убила нахуй. Что я сейчас увидела? Я там увидела, блядь, пародию на Рейдена. Бля, можно мы вырубим уже, пожалуйста, презентацию E3? Нет, еще нельзя. Презентацию Electronic Arts. Как бы они показали на данный момент для меня абсолютно все. Все, Бреня, делай, короче, теперь это Рейден Бренис. Он не так работает. Это ты, блядь, им объясняй тут. Все, что происходит в Sims, блядь, вообще в реальной жизни так не работает. Видели Plants of Zombie 2? Все, короче, готовьтесь. Какая-то игра уже вышла, блядь, что нам готовится? А там, возможно, может, какое-то дополнение. Батл Рояль. Да, блядь, заебал ты Батл Рояль. Это мне уже самому не смешно, блядь. Он просто везде всплывает меня. Не, ну вдруг, прикинь, реально, ты будешь там за зомби, а вдруг за цветочки, и так. Классно. Я за овощи буду играть, блядь. В земле сидеть. Кемпинг с дробовиком.
Потом ко мне прибежит, блядь, Это какой-нибудь ты подсолнух. пропух. Да, потом мне, блядь, прибежит какой-нибудь одуванчик, и я его пристрелю такой: «А, зазашенный курьер, блядь! Посолил, блядь!» Oh, it's so Пей exciting. больше The vibe here is воды. great. Я Ты пью. голос I love knowing that сорвешь. we're surrounded by such creative people and passionate people about the industry. And it's just great to see that come into our Эх. culture and see what environments get pushed through all the other Хочу different teams. ремастер от Гарри Now, you Поттера. can be a recruiter. Если я объясню, если бы я играл в Sims, я бы создал персонажа, который сопьется и сдохнет. У меня все персонажи подыхали, я всех персонажей до суицида доводил. Я создавал себя в Симсе, блядь, и убивал этого персонажа. Мне от этого становилось чуть легче. It's such a Я fun закрывал его в environment туалете, to be убирал in. дверь, он That's the great подыхал thing, у like, меня, all блядь, different там на creative унитазе. people Поверь, that не you're у тебя surrounded by. одного You Я это. learn ставил from ему every там day. телевизор, он просто There's смотрел knowledge going on телевизор, in the блядь, game под industry. кривое зеркало, It's just играл an в толкане. exciting environment, and that allows you to Я create после этого вот так выходил из Really компа embrace и that так within the просто, culture. блядь, какой кайф, And what got какое you into this удовольствие. industry? Просто I mean, больно. again, Опа. tons of industries out there, but what is it about games that brought you into that world? I'm passionate about gaming. I love to game, and for me to be able to merge recruiting with gaming is a dream come true for me. I'm So I passionate about encourage that to gaming. I anybody. If love you the love gaming. gaming, get out there, И чем go она to EA занимается? Careers, check it out, see what we have for you to check to potentially just be involved with. Like I said, we have everything from recruiting, Она HR, пиздит, она не finance, интересует. Ну, artists, господи, вот designers, у меня programmers. жопа We love начинает every type гореть, of когда я skill все set. вот это вижу. So that's all we have to do is go to EA.com/careers. Симс постримить не хочешь? EA.com/careers. Check out our Да, world, check out our locations блин, я across the даже globe. не знаю. Shannon, Я thank просто you не so понимаю, much. I что там appreciate it. стримить. Great time. I'm gonna Ты have an веселись. awesome time. Создай, That's just создай, one блядь, job that you can get in the меня, games industry, убей but его. perhaps playing video games В is the говне. job you want. That's right. Тебе понравится, Playing меня the в реальной games. жизни How about playing the пизданешь, я games тебе way спасибо before скажу. they Она even мерчем come out? занимается. EA has Всё, 3 playtesting минуточки, available давайте. for you. That's right. You can be a gameplay tester. That means playing games months, Поебало, sometimes видно, что years она ни before разу they в come жизни out, в игры and не having the играла. opportunity to help Question about develop games, that ага. game and make sure that it's the perfect Ну, game and the game слушайте, you ну, want it to be. Не знаю, Maybe you live in the просто United States, я Canada, не знаю, я не Sweden, вижу там. Australia, Ну, вот тут London. просто, понимаешь, EA если has studios in прояви all those фантазию, locations не that знаю, make там, it super допустим, easy for you to создай, go блядь, to. Путина. So if you just go to Вот EA.com/playtesting, понимаешь, you can find the меня, perfect career path я for не you могу in вот так. У testing меня нет video такого, games. знаешь, там, It sounds создавать so человека amazing. прям You know похоже what один в video один. game Я is? пыталась, у меня не Ты получается. не пытайся сделать его похожим. Только сделай, допустим, большой нос. Угарни, создай Геральта, пусть он будет геем. И создай ему Золтана, девочку. И пусть у них будет собака, назови Трис. И собаку запри. Сделай Геральта и ищи свою Йеннифер. Не знаю, я все хочу найти нормальную вторую часть. Нормальный мод. Зачарованный, блядь, второй Sims. Ну, Так нет его, блядь. Ну, Там есть места, откуда скачать, но у нас комп сложный, если мы скачивать откуда будем. да. Это, кстати, можно делать трансов. Ебать, я качаю. Да ну нахер. Не знаю, как вспомню, что у них, блин, ну там, эти дополнения по 1500 стоят. Я такая, да ну нахер. Ну все, я на самом деле буду собирать деньги на все дополнения для Sims 4. Ты Sims 4 сначала. Вот возьму Sims 4. На третью часть была одно сверхъестественное, там всякая магия была. Да, видела. Но во второй части тоже можно было такое там. Знаешь, создать какую-нибудь шалаву там, блядь, и как из Игры Престолов, Дети Леса, Этот блядь. чувак похож на Райана Гослинга, которому дали поебалу. Он, нет, там не Райан Гослинг, там еще кто-то. Как будто сатана из Константина трахнул Райана Гослинга, и у них родилось вот это. Ебать, он там, смотри, с двумя рациями, крутой какой. Это Андрюха Гослинг. Гослинг под пчелами. Он, знаешь, на кого похож? На Гослинга, который переспал с... ребенок от Гослинга и чувака из этого, из Way Out, носатого. Ну, серьезно, ты посмотри. Или просто только светлый. Thank you so much, Dylan. I appreciate it. Thank you. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside and check out the show. Fun zone. She told me to rap. I was rapping. We're still going. Or not rapping. У него там что-то торчит. I was lied to. Welcome to the Family Fun Zone, my friends. This is where Почему you никого get all нету? your real racing action on.
А And что они maybe a тут mobile делать game, but будут? say perhaps you'd like to play a game Чего народу in a нету? race chair. Не, вполне From the возможно, steering обычно wheel. после того, There are как four stages. Look at this происходит guy's jumping the stages. презентация, они I'm включают jumping in всякие line. там No демо-версии и так далее, pressure. чтобы люди Put the поиграли. cameras on. А это что за поц? There's a ball Ну, pit поц over играть, here. вон There's исчез. food over here. We're going inside. Let's head Может, он inside. все еще верит, блядь, что ты играешь А нормально. туда типа личинок сдают, да? Все. Поехали. Прибавить может звук? Не, нормально, нормально. Нормально? Да. Ты, может, все получше посмотришь? Ну, давай. Чтобы ты тоже мог... Тень. Да. Ты просто на подлаге. Во, идеально. Погромче. Давайте вот так. Ебать. Ебать. Вот это красиво, да? Сука, страшно, вырубай. Что за технологии? Oh my gosh, how cool was that? So that was Ебать, Anthem. Monster Hunter We're going новый. to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer Вы and a скажите, если fan. что, я прибавлю. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than На just the самом show деле you're там в зале about to ничего watch. не было. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Слышите эти унылые But we've хлопки? got some new stuff to show you Да. today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? FIFA. Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Пацан такой, бля, куда я Give попал? him a break. He needs to just enjoy the show. Может, So without further ado, let's get things started. Как бы да, тут на ютубе многие в чате Чё там? угорают, типа, женщина-ведущая. Я не против женщины или мужчины-ведущего. Дайте мне того, кто разбирается в играх. Там что тот мужик нихуя не понимал, ну пиздец, блядь. Бабы-инвалиды, черные, блядь, и так далее. Battlefield 5 охуенно. Шикарно. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know what? It's been exciting, there's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. Нет, But это не было there's exciting, also блядь. been lots Посрались со and всеми lots в of Твиттере, questions блядь, from the охуенно community. exciting. And we've heard you want to see more gameplay innovations. Это You же у want to них know how задизлайкали. customization actually Задизлайкали, works. блядь. We want to know more about our take on the Second World Типа War. без руки. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive Battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantages. Не, вот это And our неплохо. renowned destruction system is back Ребята, все and понимают, more поактивнее impactful подскамите, то than все ever. равно стрим So, слушаю вас. Но well,
Не, на данный момент просто даже комментировать толком нечего, потому Тут что даже они... просто говорить-то нечего, а что говорить? Как бы я вижу разрушаемость, да, прикольно. Ну, Можно будет толкать на тачках технику, да, прикольно, но... Баба-инвалид. Мне нужно, чтобы мне показали непосредственно вот прям геймплей. Я пока здесь не вижу ничего такого... Вау! Нет, как бы вот возможность перетаскивать технику, да, соединять, блядь, как дальнобойщиков. Это круто. Танк врезался в маленькое здание, блядь, оно сломалось. Это круто, но дайте что-нибудь поэпичнее, блядь, это же Battlefield, это всегда про эпичность. А инвалидные коляски тоже надо покупать за донат. Вы можете играть. Да, вы можете за женщин, за мужчин играть, как вам захочется. Реалити, чтобы показать вам реальность войны. Знаешь, вот... напомни мне, в какое время это разворачивается? Вторая мировая, блядь. Азиатка, блядь, с костылем бегает. Да это пиздец, ну... Шикарно. Это, знаешь, вот реально сидит, вот, блядь, знаешь, китаец, блядь, и такой говорит, бля, хочу в батле, нахуй, за азиатку поиграть. Ну это... Every day will bring something new. And as part of that Я его journey, где-то видел. after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. То, что там просили, что же? It's Royale. Чего, блядь? Рояль Battlefield, думаю? Они добавят Battle Royale Battlefield. Чего, блядь? Pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles into this new experience. So we will bring you experience that you haven't played before in Battlefield or anywhere else. Бля. Later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox. Прикиньте, Ахм тоже будет в Battle Royale. То, что все просили, блядь. Никто не просил Battle Royale Battlefield. А зачем Battle Royale, если, блядь, там и так ты бегаешь сам по себе? Ингейм футажи. Вот это пиздят, блядь. Бам, по жопе стукнет. Battle Royale, Вторая мировая, пиздец. Вот сейчас Бабай не пошутил про Battle Royale, промахнулся. Эх ты. Battle Royale, блядь. Фанаты Battlefield угорали над Call of Duty, то что там создадут Battle Royale. Внезапно стрелочка перевернулась. Надо переобуваться. Все-таки скажут, да нет, ну это будет неплохо. У меня прогрузка пошла. Прогрузка пошла? Да, все нормально. Да. Это Battle Royale виснет, понимаешь? Нет, ёс. Там негры в турбину засосали. Ikke en dråpe. Jeg elsker deg. Sus! Две лесбиянки против нацистов, да, классно. Еба, как исторично, какой реализм, абсолютно согласен. Sempre sonhei em tornar-me campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Я не могу понять, чей это язык. Até mesmo nos momentos mais то ли Польский? испанский, то ли хер знает. tens de continuar a acreditar. Ну там Гуталин идет, это не польский. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um А, campeão. рано? Серьезно? Да, говорили же, а ты не это? Они сюжетку по Роналду добавят? Это все еще батла, да? А португальский? Да хер знает, блядь.
Может, его все-таки. Неймар. А может, сюжетка про гея. Да, я прям вижу, как у половины аудитории сердце, блядь, просто сдохло. Вся надежда сдохла на все просто. Все сдохло. Опа. УЕФА? Кубок УЕФА? В чем? That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. Мне показалось, and I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life. Все правда, да? Мне не показалось. Подожди, стоп, в FIFA есть саундтреки, блядь? То есть вы когда играете в фифу, ребят, есть тут фиферы? Нет, тут таких, у нас таких нет. Подожди, то есть когда вы играете там, гоняете катки, у вас там, блядь, музыка на заднем плане играет? Ага, как из этого, блядь. Из Код да Винчи, что такое. Он жил. Привет, Артем. Ну, может, они какую-то музыку оттуда, ну, его музыку решили туда вставить в обработке, может, какую-то, ну... Да, вот гоняешь, блядь, мечи, а там у тебя сзади, блядь. Музыка из Игры Престолов играет, нахуй. Ну, это же не Ханс Циммер. Не, ну просто пример говорю. Это же, этот, Рамин Джавади. Лучше бы Джавади, блядь, сделал. Не, ну просто я не понимаю, как можно играть в фифу и под какой-то саундтрек, блядь. Я не знаю. Я не понимаю. As you know, the heart Чё and под soul of Моцарта не FIFA is гонять? gameplay. Да правда. And this year we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. Конечно, уже мечи с And we друзьями. know Привет, how Хуй passionate we are Джангол. about gameplay, А на so we заднем worked фоне hard стоит to Гудранер. shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. Я не знаю, как From можно играть hands-on в tests with FIFA. beginners Это to вот, это detailed равносильно, feedback и я вот sessions не with FIFA понимала, pros. как играть на, And ну, we're going to be вот, sharing да, a на lot more Денди, about на gameplay NES, throughout the summer, but what I can футбол. tell you right now Ну я is не that the понимаю, quality bar in gameplay что в was этом raised yet again интересного. this year. So Потом we не look forward понимала, to что на everybody компе в этом experiencing the интересно. game on the На hands-on PS-ке sessions что в this этом week. интересно. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. Мне кажется, But у I just ЕИ wanted все to take a очень-очень minute плохо. to pause and Уже reflect. который год. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one. The pursuit of Champions League glory. Я с чуваком на паре сыграл пару But for раз, your хуйня, если country, честно, обучение говно, it's багов this trophy. куча, ну вот. The World Cup. О, And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience. Мне кажется, там настолько мало людей сейчас хлопает, это хлопает в основном работники, блядь, Electronic Arts. Да, классно! Вы молодцы, электроники! Сюжетка про Роналду. Батл Рояль в Battlefield. Or you can make a crazy dream a reality for your home country like mine, Iceland. а это что получается? Ну, а в FIFA, кстати, есть вообще российские команды? Или нет? Я просто не знаю. Или типа это что, вот к чемпионату мира в России добавили это? Apologies to any Там England всё fans есть. in the room that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the Есть игра celebration. 2008 So I'm году pleased to уже announce были. that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4
and Xbox One, and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now. Все, стрим, короче, фифу. Сейчас это чемпионат мира, давай, набивай себе людей. А, ну сейчас же сезон райдов, Твичи, я популярным стану. Да. Не, я просто это мне даже не интересно будет, я просто не понимаю. Вот, а чего вы тогда меня, блядь, Сим заставляете стримить? Мне то же самое, вот это неинтересно, я не понимаю. Не, ну так хотя бы фантазировать можно, я не понимаю, как можно фантазировать играть в фифе. Какой там интерес может быть? Сюжетка же есть где-то, можешь посмотреть. Я в реальной жизни футбол не люблю, почему мне должен понравиться, блядь? Слушайте, а я, блядь, жить не люблю, почему мне должно понравиться жить в Симсе? Вот, ты просто сейчас сказал за меня. Музыка мне нравится. Это Ханзина. Ханзина, да? Да, лично поет. Классно же. Good morning. EA Sports. Чего, блядь, доброе утро? Да, good morning. Только у них тут утро. Это ж в Америке происходит. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to У них experience it так-то all. уже, как у них We've got утро. so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. Что я вспоминаю, у тебя нихуя не утро в это время было. Ты, блядь, работал в это время. У тебя день был почти ближе к вечеру. We got lots to do, but before we move Нет, on, I'd like to share just a просто, couple of things. The greatest disruption to так the скажем, consumption of там entertainment время media in the разное. last 5 years is the Хотя ты был в combination Канзасе, а of ты streaming plus subscription. Да, ну хуй знает. As consumers, watching Ну, у них, movies, может, Good Morning watching это, TV, блин, listening to music, 5 часов, reading 5 books часов has вечера. never Good been morning, easier. ребята, ёпта. Да. And we believe that disruption is going to be Как хочется have a просто profound футбольчик смотреть impact Логана on our поет. industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we 11 announced жениха. a new Ну, team вот from ещё Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our Я вижу thinking гейский and джойстик. extend our pioneering into this cloud gaming Господи. world. For many people, that's going to mean Ну, короче, extending какая-то the команда из experiences they Израиля already добавилась, play on our насколько я partner понял. platforms. For others, it's going to mean new games and new Я вижу modalities of индуску play почему-то, блядь. Где across a Израиль? whole Евреев variety of покажите, блядь. platforms. Пусть хотя бы что-то But for сердечко где-то у меня everyone, порадует. it's gonna Вот, mean смотри. playing games Пусть они сделают главным anywhere, героя еврея. Я тогда anytime. против вообще не буду. Я So лично this week куплю we've got игру a и tech буду demo running. положительные обзоры All of our games делать. streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. The Что second просто part of его that, of была course, идея is Battle subscription. Royale завести. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So 3 things you need to know about it. Origin Access Origin Premiere will Access bring you Premiere. all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. Не, вот это And third, наподобие it'll Xbox launch Access. later this summer. Ну, я поняла. Ты не то есть- покупаешь игры, ты later просто in the платишь year, за but if подписку, you и want эти to игры у get тебя становятся started right доступны. now Так and это же было, experience нет? the Так было benefits с and прошлыми joys of играми, с новыми subscription, играми нет, а тут come in будет and теперь play все a новые free игры trial такое. of Origin Access, our base subscription. Не, в принципе, это Подожди, неплохо. так... Thank you and have a ну, great show. хотя... Не, вот, Не, с новыми играми это, в принципе, да, это пока первые. нет, это неплохо. Главное, какая цена будет. И будут ли доступны дополнения. Просто это не будет работать, если они будут ко всем играм, блядь, делать там всякие платные DLC. Ну, не знаю, это... Нет, неплохо, если будет наработано нормально. Другое дело то, что мне Ты- нахуй нет, ни батла ты- 5 ни фифа не Ты нужно. вот, кстати, понимаешь, да, вот Origin сам по себе тупит, блядь. А тут вот еще такая перенагрузка будет, это же... Нет. Вон, кто у нас там был, кого вылетал? Ну, блядь, Origin, он как без этого вылетает, так и с этим вылетать будет, лагать.
Ну ты вот раньше подписку за сколько брал? Да там пиздец подписка сколько дорого Hey стоит. everybody! Дорого What's up? стоит. So I'm here sitting inside the crowd at EA Play, and I just Я не happened помню, to честно. find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. Кто там хотел геев? Vince, how you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. Да, он So, супер you excited, я guys may прям have вижу по seen нему. that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right Не to знаю, it? но меня он Sure. смущает. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. Uh, We're working on a Vince bunch of stuff. Zampella. It's amazing. The teams are Respawn. kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it Они их right скоро now. так, знаешь, так... Oh, you guys got any Oh, guesses? I bet you yeah. the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is У меня такое ощущение, что по Jedi сути, Fallen ну, Order. EA это как Дисней, сука, пожирает все, блядь. Нет, блядь, Дисней он пожирает, но он потом это пытается развивать. Electronic Arts попытается это развить, блядь, они поймут, что это не дает деньги, мы, значит, это закроем. Mercenaries 2 не окупилось, мы закрываем, блядь. Dead Space серия не окупилась, мы их закрываем, блядь. Так ты понимаешь, вот просто, почему они все закрывают? Потому что у них даже на E3, блядь, не окупается ничего. Так тут не, у них FIFA окупается, они закрывают то, что у них не окупается, и все. Between 3 and 4. Кстати, как думаешь, Okay. Valve All right, что-нибудь between 3 and 4. представит? That sounds like a nice time. You got any other tidbits? Нет. It's not a nice А как же It's a dark артефакт? time. It's a dark time. А нахуй им что-нибудь представлять? Так, в смысле, у них сейчас нет бета-артефакта? Does that mean Они this на could just be all International все killer? представят, сейчас им зачем? Ну, не знаю. На Electronic Arts они ничего не представляют. Причем тут Ой, Electronic на Arts? So I E3 они think ничего people are представлять не now будут. anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hopes. No. Бля, But Габен вместе now с that we Логвином know we can застрял set в лифте. expectations, we're all going to 100%. be amped up, and hopefully we'll hear А чё more Respawn from you делали? maybe next year. Oh yeah. Бля. Well, Vince, Чтоб тебе it точно was great to сказать see you. сейчас. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Я Wars, so просто I'm не going to toss интересуюсь it over to подобной игрой Dennis. сейчас. Titanfall. А, Titanfall, ладно, понятно. Ну, говорю, не интересует. О, Battlefront. Hello there. Его My как name будто is Dennis. выпустили. Ой, это ж I ты work он. at Director's Software. Вонючка! I'm really happy and excited Ну, to be только here чувак без today, херы so может thank заниматься you so Battlefront, much я for так hanging скажу. out with me for a little Ну, bit. после последнего, то да. We launched в our принципе. game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to Я take a смотрю на step него, back мне его жалко. and Смотри, make какой он sure забитый. that we Мне were серьезно delivering его the game жалко. that our players really want. Я последний, кто занимается Battlefront. Потому что все люди ушли оттуда, им стыдно заниматься этой игрой. Я, как самый опущенный, остался. Платит немного карточками для батлы. Но мне хватает. Starting with the Ewoks on Endor. У него до сих пор заплаканные глаза после скандала с Thank you. микротранзакциями. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. Почему они в тот же момент показывают? In our Han Solo season with content from the movie coming next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, Extraction. Battlefront. So looking forward a little bit, Я второй не this покупал. summer Я we первый will be купил, блядь. introducing До a сих пор new Ну, какой жалею. Хан battle Соло system страшный. to the game, Молодой и which will сильный. allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Я ждала Starfighter там лицо mode Харрисона focused Форда. around Фу, fighting отписка. with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and attacking Они and еще и taking out фаны capital изменили, ships. да? О, But that's Чубака. not all. We Неплохо. know Давай that что-нибудь you have been другое. asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars.
Войну клонов? It's only fitting that we begin on the planet Geonosis, featuring multiple levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Не, это, конечно, неплохо, то, что они решили добавить их туда, просто когда они говорили про более каноническую, про более айконик, я думал, они будут про оригинальную говорить, а не про, блядь, первые 3 эпизода. А ты забыл, что нет канона больше? Больше нет канона у Star Wars. Все. Да они просто сейчас работают на ностальгии, блядь. Это еще одна попытка выхода на ностальгии. Конечно. Давайте мы Мастеру Вейду всех, блядь, добавим сейчас, и вы такие типа купите, ладно? За карточку. Вот тут купите. Пожалуйста. Вы еще микротранзакции добавим? Пиздец, я просто вижу эту попытку выехать на ностальгии. Пиздец. Он сейчас заплачет. Я вот смотрю на EA трансляцию, и знаешь, вот я смотрю, и мне жалко их. Мы последний фильм увидели. Нет, мы не смотрели, поэтому. Я бы купила игру, если бы там был Мастер Винду. Ну, Стоямба. Это, наверное, индюшка, о которой они говорили, да? Угу. А. Ну-ка. Ой, это же 9-й вал. Первая часть, насколько я помню, такая себе была. Зачем они делают вторую часть? Может быть. Неплохо. Не, просто ее... Это странно для Electronic Arts. Первый Unravel, ну, не сказать то, что он пиздец как продался. То есть я не говорю то, что игра плохая в принципе была, просто... Hi, it's really good to see you. Вот, короче, Батя пишет. В Star Wars Battlefront 2 добавят генерала Кеноби, Гривуса, Дуку и Энакина Скайуокера. Вот. Не, Жандарм, я как бы ничего против не говорю, просто это немного странно для Electronic Arts. Это, ну... Это все равно, что если бы они сейчас анонсировали, блядь, Mercenaries 3. And you form a new bond, and your spark is rekindled. Ладно, а про что первый? Ой, я не особо играл. Я просто видел геймплейные футажи. Настя меня наебет. Я, блин, попробую сегодня убрать его. Там кое-что. Ну, Unreal 2, Unravel. Кооператив. Прикольно. Нет, просто мне так не заинтересовалось, может, в первую поиграть? Не, ну можешь попробовать, игра как бы неплохая, но я не скажу, что это будет прям пиздец шедевр из разряда, не знаю, Ори, Слепой лес или тому подобное. Это просто не особо выгодно для электроников. Блин, слушай, а выглядит прикольно. Не, как бы я не против, пусть делают, просто электроники это жанрные игры, и для такой шаг для них это как минимум необычно. It's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael to the stage. It's a producer at Coldwood. Опа, сейчас будет геймплей показывать. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about. Так и Way Out тоже был необычным ходом для EA. Ну, кстати, да, и он даже заметно это... Не, ну тут я в самом деле согласен. Пусть они лучше подобные игры делают. Это хотя бы как-то более-менее адекватно выглядит. О, господи, испугал. There we are. Он его всосал в себя. Fast-paced segments of the game. And we actually tried to include a bit more of those because
We figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Places that were like fun and exciting. Мне это чем-то напоминает Inside или вот Limbo. Да. Почему он хочет сожрать что-то непонятное из... So I guess I'll jump in at this. Yeah, come join me. Не, ну выглядит неплохо на самом деле. I'm gonna be the red one. Okay. You'll be the blue one. I'll be blue. A little celebratory flip there. Вот ты бы со мной поиграл в такую игру? Не, ну да, я поиграл. Ну, на стриме, например, пройти бы. Это неплохо. Классно же. Ну это как бы даже вот какая-то индюшатина вызывает на данный момент больше интереса, чем Battlefront. Battlefront, блядь, и FIFA. Да. Прикинь, от индюка убегать. Классно же. По березкам русским. Эх. Оп. Опа. Бабай также про Tekken говорил, но ему просто не нравятся, так скажем, такие игры. Нет, блядь, лучше я буду играть вместе с тобой, блядь, где против друг друга. В смысле? Ну, в Tekken ты меня пиздишь, а тут мы вместе будем. Ну да. Бегать туда-сюда. Ура! От этого как-то больше удовольствия появляется. Блядь, да что он... I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. Какой же муторный индюк-то, а? Okay, your turn. Мне прям жалко, я прям волнуюсь. Серьезно? Now I'll go. Пипец, тут думать надо. А в конце босса без рукав и расторгует. Не, а саундтрек тут. Ах, как в России. Нет, а чего так в России? Березки шумят. Опа! That's a quick little look at Unravel 2. Не, классно. Выглядит как даже мило. Yeah, I really hope you like it. And before I go, I just want to send some У него ногти накрашены. Because working on this game has Да, у него been ногти накрашены. Они уже completely amazing красные. team effort in so many levels, and everybody has worked so Я hard. не против, я за ЛГБТ. There's a bunch of us from Coldwood here, and И только пусть кто-то в чате попробует что-то против сказать за нами. Я даже кину сюда смайлик Pride. В честь этих самых. Все. Почему это так мило? В Electronic Arts хорошие игры делают геонатуралы, делают хуйню по поводу... А вот, кстати, вот как вот без иронии, без шуток, вообще-то так и есть. Ну, вот просто если задуматься, то, ну, как бы это ни казалось, в некотором плане все-таки люди с другой ориентацией, у них более другой даже не то, что, вот тут даже не то, что у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, у них как-то немного по-другому идет сознание, и им намного легче делать подобные индюшки. Конечно. Я не говорю про всякие Battlefield, FIFA и так далее, но подобные индюшки у них уходят немного получше. Ну, смотри, как классно. Нет, просто как бы все вот, ну, шутят над этим, а ведь так и есть. О, можно на лебеде летать. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really. Не, бля, ладно, все, уговорили, сыграем первую часть как-нибудь. And it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2. Основные пидоры. What's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, you heard that right.
You'll be able to Они take уже these доступны two сегодня, эта игра younglings on будет. their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. So thank you, Martin, and thank you to the team at Coldwood. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique Майнкамп games 4К, это же to the world Xbox, and вы to tell чё? their Это к ним. Это And last year, if you завтра. remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. Oh. And I think we all kind of remember that. And you might even remember Ну, him для from the меня Game такой Awards шок был, as когда well. надо I было think I убить did. кого-то в конце, Anyhow, in блин. March, that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new. Мистер Фак And Оскар. you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph Да, and his Way Out team 2 будет are такой. expanding and moving into a Battle new Royale. studio. Stories like this drive our industry, and Подними it's why его we will быстрее, continue оппонента. to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called Jomai Games. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message, and it's unlike anything we have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Jomai Games to tell you more about Sea of Solitude. Sea of Solitude. Ну-ка. Дама. Thank you, Patrick. Волнуется. Нет, она волнуется просто. During the pitch, how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Нормально, не волнуйся, все нормально. Бывает. Давай. К индюшкам мы как-то более щадяще относимся. A small indie game studio from Berlin, and Мне we нравится у are нее акцент developing такой Sea of шведский, Solitude, or твердый SOS, прям этот. as we call it. Родина Стефана Стефансона, тем более мое уважение. Ну я не уверена точно, но похоже на что-то такое. Может быть немецкий, честно. Вот, ну, тоже похоже. Но не, он такой прям жесткий. When Блядь, на humans спине get заболел. too Давайте lonely, посмотрим. they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. Она пока что описывает в основном, какие ощущения человек будет Ну, испытывать от игры. да, я поняла. Я не против, но я просто жду, когда покажут что-то конкретное. And families see those who struggle. We achieve all this in playful ways, so То есть, that прям про все players что-то там. who wants to Про simply enjoy a самовыражение, fantastic про experience художество, Ну я про пока вижу, чудовищ, что типа вода поднимается. про одиночество, про семью, про все. Can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, Боже, у нее там все turns to the плохо у этой outside девушки. and she Ну да. becomes a monster. The game is about Симуля finding out рыбалка. why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger,
Это мне напоминает фильм там это «Жизнь По», где чувак с тигром плавал в лодке. Почему-то. Не, как бы, я понимаю, что это игра про женщину. Ну да. И там мы всякое говно испытаем. В плане эмоций, готовься ко всякой дикой хуйне. А жизнь Пи, да похер, жизнь По, Пи, какая разница. О, показывается. Это Hellblade новый. Это Ивасик. Бля, это что-то похожее на этот, на Лимбо. Бля, ну это что-то страшное будет, ребят. Это, короче, этот Little Nightmares был. Вот, это короче, вообще сосать. Вот, я люблю такие индюшки, но это вот что-то страшное будет. Проходить будешь? Ну, само собой. Это, кстати, очень хитрый ход. Сделать персонажа неестественно черным. Вы как бы не делаете игру про белого, но и не делаете игру типа про черного. Хитрый ход Electronic Arts. Хитрый ход. В начале 2019-го. Я жду, выглядит очень интересно. Честно. Вот так вот ночью ее пройти. Вот, блядь, ну все, возвращаемся к говну. Ты сейчас обосрал, понимаешь, афроамериканцев. Я про спорт, вот вы всегда вот вырываете слова из контекста, и вот потом как... Нет, просто понимаешь, началось про, так скажем, баскетбол, где играют афроамериканцы, и ты, бля, опять про говно. Там чувак как Наруто бежал. У него Дикман написано было. Классно. Все сюжетка будет. Как чувак дропнул баскетбол и стал играть. Трехочковый. Пунь! Блять, у меня наушник выпал из жопы. Тут сюжетка про меня будет. Все, Бренни, покупай. Я думал, Человек-паук, блять, а это... Почему Человек-паук? Я не знаю, что-то увидел пиздюка, что-то такая, думаю, бля, новый Человек-паук, там тоже пиздюк, думаю, блин, что-то про него. Человек-паук? Не знаю, это просто ассоциация была. А тут, короче, блин, вообще что-то не то. Hate losing way more than I love winning. Oh, we have an incredible matchup. It's a rematch. Touchdown, Kev. Nick, he throws it high. And young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Madden 18 champion. Как вы понимаете, мне надо комментировать эти, потому что я не разбираюсь в этом. Я это не понимаю, и мне это не интересно. Короче, чувак вот этот пришел, который чемпион. А это тот, которого он выебал. Ну, он там выебал его. Hi everybody, I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. Бля, Бренни, такие бриджи пошли. As you guys know, this Смотри, какие классные в цветочек. Madden champion. Like, give it up for young kids. Взгляните на ремейк игры SCP на Unity. Ой, нет, эти SCP игры, я уже на них даже внимания не обращаю. Блять, смотри, какие цветастые, смотри, какие классные. Не, одет по моде. Здорово, ебать, мама, я на стриме. Это что, ты тоже, что ли, под горшочек постригаешься? Eventually, I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Okay. So the key to being the number one player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, you said you had the decision to go to your graduation or go to the tournament. So, like, what did you do?
Отходил, когда показывать что-то про один. Пустой что-то интересное. В принципе, нет. Пока вообще ничего интересного. Ебать, он дырку на коленках прошел, смотри. Чё, кстати? Как стать лучшим в игре? Быть единственным, кто в эту игру играет. А если игра Battle Royale, как там стать лучшим? Ну, блядь, тебя выкинули с самолета, убивать-то некого, победил. Что тарелку он держит. А это типа чемпионский, как он называется? Пояс. Вот. Я не знаю, кстати, почему. Почему, кстати, всем так делают? Они с EA спиздили. Ой, с EA, говорю, с ВВЕ спиздили, все. А почему Гуталин забрал у него? Я что-то не понял. Он все, говорит, хватит, поддержал, ладно. Жал, блядь. Опять ворует. That's a nigga stole my belt. I'm calling police. Я смотрю, у них eSports Frostbite все делают. Да, не, у них это движок, на котором они делают. Ну, у них все почти игры на этом движке. Смотри, там капельки пота видны. Я бы облизал. Не знаю, мне казалось, что они должны быть как-то пошире. Ну, плюс еще форму, из-за чего они должны там такими этими кабанами. А тут какие-то худощавые пацаны бегают. Что за такое? Я он ему с локтя дал. Кусай его за яйца! Ярик, вот он потик! Вообще-то на Гуталине, кстати, был неплохо, это был шоколадный конденсат. Шоколадная крошка. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios. Смотри, как на него второй смотрит. Michael Martinez. Блять. We're going to do this presentation a little bit differently. Сладкий, дай понюхать твоего топора. At a brand new mobile game in a live winner take all. Бля, может, какие-то боты отпустим уже. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Я что-то не понял сейчас, что происходит, блядь. This is StarCraft? Не, какой, блядь? Это, не, подожди, я что-то упустил, блядь. Что стратегия делает на экране? Что стратегия делает в EA? А это мобилка какая-то. Нет, просто Electronic Arts принадлежит марка Command & Conquer, блядь. Я когда увидел стратегию на экране, я подумал, это что такое, блядь? А это кто? His opponent fighting for the red side of the room. A competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Они еще играть будут, что ли? Не, они что играть-то будут, я понять не могу. Это что за игра? Мобилка какая-то, не знаю. Какая мобилка? Господи, кому не похуй? Мне не похуй, потому что если они сделали, блядь, если они команду Conquer пускают на мобилке, я, блядь, буду бомбить. Бля, мобилка, да, смотри. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to kick Here we go. this off. As the players' bases have been deployed, and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus, Harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Nothing too crazy. Собирают кристаллы, вы сейчас надо мной, блядь, издеваетесь. Trying to take that position, Nick at Night being able to reach it a little bit first. Только in это... strategy game, that flank position, that in control is going from the top side, also very important as Если сейчас где-нибудь появится Юрий за микротранзакцию, вы меня
Here comes GI with Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry, and like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep, Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. Вот именно, Тима, Брэд, это команда Conquer, блядь, Tiberium Wars, потому что, видишь, они Tiberium забирают. И они решили команду Conquer пустить на мобилке. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger and more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank with those flamethrowers. Right, absolutely. Again, Каким нужно быть, блядь, уёбком, чтобы знаменитую серию, стратегию, блядь, пускать на мобилке. To the south side, that missile passing halfway now. Both true zones in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control can get around to that top corner, able to halt that missile. Моё модовское сердечко сейчас просто охуело. Very important, of course, blocking the pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out, but now he's bringing out the Pitbull as well to help lock down that north position. This missile is very, Время как концепт, это может быть выйдет и не выходит неплохо, блядь, но выпускать это под брендом командам Conquer, это как минимум подло. One shot away from being knocked out here as the next one will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heady artillery force is doing a great job at taking control of the map. Ладно, давай для тупых объясни, что здесь происходит. Ну, как бы они взяли и выпустили концепт, короче, стратегии, где вы за короткое время побеждаете. Но дело в том, что это выходит под маркой команды Conquer, старейшей серии стратегий, РТС, знаменитых. Чуть ли не самым первым, которые начали выпускать стратегии. В итоге они слили... Это я поняла, а вот здесь сейчас что происходит? Они в максимально короткие сроки сейчас, чуть ли не по киберспортивному, блядь, начинают друг друга пиздить. А прикинь, еще чемпионаты сделают по этому. Ну это просто обидно. Как бы последние игры по командам Conquer и Electronic Arts просто засрало, что пиздец. Вторых генералов, блядь, они сначала хотели выпустить в формате free-to-play, а потом и вовсе закрыли нахуй. Последняя игра команды Conquer из другой серии просто вышла уёбищной. Который, кстати, продажная игромания поставила 8 баллов из 10. Не сделают, вероятно, не будет популярным такой. Откуда вы знаете? And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is watch out for this missile. And Nick and Knight's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Так, еще на 5 минут, короче, надо о чем-нибудь поговорить пока. Здесь я даже не знаю, что абсолютно. Это как представь себе, короче, CD Projekt, блядь, возьмут и сделают, не знаю. Кстати, CD Projekt, они будут на ПК-гейме? Не знаю, а у них отдельно презентация. Ее, насколько я знаю, будет Square Enix. This missile is nearly gonna fire. It can be stolen. Where is it gonna go? Is he gonna be able to get it off? Got it, Max. There it is. Все, красный проиграл. That was legit. That was epic. Amazing. What a match. Thank you so much. That was awesome. Any thoughts, guys? I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah, absolutely. That was awesome. We saw a little bit Все, of пошел everything домой, right there. отстаньте. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius. Nick and Knight. Amazing. Да ни хера, блядь, не amazing. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Пиздец, сука. Господи, какая это все хуйня. Блядь, какой смысл, сука? Вот, тут пишет, продолжает закапывать глубже серию Command & Conquer. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. Я просто был фанатом этой серии, сейчас смотреть, как во что это превращается.
О, ну-ка. Это типа трейлер, да, я так понимаю? Ну, видимо, это трейлер, вот этот мобильный хуйня. Спорим, потом еще это рекламировать Шварценеггер будет. Обязательно. Сама концепция выглядит не... Пиздец, они Что это за лысый? Это Юрий. Чуть ли не главный маскот серии, блядь. А почему он похож на педика? Вот тут он похож на педика, блядь. Изначально, блядь, Юрий был... Блядь, Юрий Каин, да. Один и тот же актер у всех. Извините, с Red Alert перепутал немного. Просто, короче, был актер лысый, который все время в серии Command & Conquer стратежка, вместо кат-сцен они снимали реальных актеров. И, короче, этот актер в серии Red Alert играл там Юрия Русского, а в серии Tiberium Wars играл Каина. That in making those choices you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. Мне даже шутить ни над чем не охота, ты понимаешь? Все, Battle Royale проебал уже не охота. Это пиздец, это грустно. Игра не вышла, уже умерла. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better. And that we want to make great games. And that as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the third year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Нет, это отдельная компания BioWare participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more Вот inclusive если world. они сделают первого Ведьмака на движке третьего, ремастер, вот это да, вот это да. Я бы говорил, если Project отсосал. Точно. Вот. Отсосал бы по самому прям глубоко прям. These 3 organizations, the United Nations He4She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization. Это организации, которые они помогают, support them through Play to Give. And thank you for your support. Ну да. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Давайте на Anthem посмотрим. Давайте, покажи из игры. Пошучу? А что-то я в прошлом году то же самое видела. Пусть геймплей покажет. И это я тоже видела. Так мы геймплей в прошлом году видели, разве нет? Ну, пусть они что-то новенькое покажут. И вот это мы видели. Если они сейчас просто покажут перерендеренный геймплей, блять, на этом закончится, но... Это будет даже хуже, чем прошлогодняя трансляция.
это видели уже. Разрушаемость. Типа вау, блядь, трейлер, типа там сражения и так далее. Это скучно. Мы уже это видели. Покажите мне геймплей этой игры, где вы будете показывать какие-то охуенные механики. Ну вот это классно. Так, будем с такими огромными пидорами сражаться. Так. Ну вначале же ты видел, тебе показали. Ну а теперь пусть показывают механики. А геймплей прикинь, VR. Да VR это похуй, ни у кого VR нету. Пусть покажут геймплей с механикой. А сколько по времени стрим будет? До конца E3 следует сколько по времени? Ну, до конца, так скажем, нормального показа. Когда... Ну... О, вышла бабушка из кадра. Ну, пока все будет так же, ждем, как закончится, а там также стрим закончим. Остальное все завтра. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzard. Куда уж глубже. Thanks, guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So, Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. Давайте просто показывайте. Мне не интересно там, ой, нам так нравится заниматься этой игрой, для нас сейчас это новый глоток воздуха. Покажите мне, блядь, как вы там пиздитесь под дождем, и там все взрывается, ломается, геймплей, механики. В прошлом году геймплей показали больше. И что значит, как, знаешь, как показали сначала, все не поняли, что это, потом такие поняли, что это такое, и показали начальный геймплей. Просто пусть они сейчас покажут чуть больше, какие другие механики, да, допустим. Система, не знаю, инвентаря чего-нибудь, может какой-то прокачки, создание там персонажа, может создание брони, чего-то такого. Выключите, пока звук за не говорится. Да не, ладно, послушаем. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, ну тут кооператив будет, это понятно, да. То есть можете играть с друганами, ладно. Это было изначально же еще. Ну это мы, ладно, это они повторяют, самое важное, они, видимо, на этом акцент делают. Кооператив, я не против, давайте. I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, короче, в игре, как обычно, будет выбор, а BioWare. Но только тут, типа, мы стараемся, типа, сделать баланс между сюжетом, между кооперативом. Нет, Гамблер, мы не знаем, сколько еще будет идти примерно. Может 10 минут, может 20, может полчаса, мы не знаем. Процент 60, что выйдет дрочильня а-ля Airwolf, на возможность играть за мод. Но это мы видели в прошлом году. Пусть показывает, пусть показывает. I turn in my rewards, I talk to some characters, I experience ну, типа, чтобы можно было и спокойно без кооператива играть, чтобы синглплеер тоже чувствовался нормально без кооператива, ну ладно. Чтобы не было, блядь, кубарды, где ты не можешь нормально следить за сюжетом, когда играешь в кооперативе, блядь, или где играть одному просто банально скучно. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when from our community is they want to continue to play in our world when they finish. Потому что сейчас никто Electronic Arts не доверяет, потому что сейчас все знают, что Electronic Arts могут вмешаться в разработку и все засрать. That we can actually add more story for years to come, and it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love,
or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious for players to discover. So at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of creation. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly мне, конечно, нравится, что тут очень такой вертикальный геймплей, да, то есть мы можем высоко летать там на разные горы, все это, конечно. Это меня радует, это все классно. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. You know, and then really the hardest part is getting started, just kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, you know, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. Я просто и надеюсь, что после пиздежа они сейчас покажут какой-то большой кусок геймплея, как в прошлом году. Только не покажут какие-то новые механики, что-то новое, что мы не видим. Ну, мы видели полет, просто покажут это все, что мы видели до этого. Коминг весна 2019. Просто я пока кроме полетов, блядь, в этой игре больше ничего не вижу. Нет, ну серьезно, вот в чем заключается смысл этой игры? В чем вообще вот? Ну ты в огромных роботах летаешь по миру, всякую хуйню творишь. Как бы в концепции это звучит интересно. Нет, ну, главное, чтобы было реализовано нормально. А сюжет-то какой вот, ну... Вот именно то, что тут, блядь, ничего про это не говорится. Ты просто летаешь, а что ты, блядь, летаешь? Это что, какой смысл? Открытый мир, как в No Man's Sky, ну реально. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes скорее всего нет, но будет, может быть, что-то So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy Ну там покажут крутого Сэма. So you are a freelancer. О, это сразу вспоминается прошлое, где показывали крутого Сэма в этом, по типу Хотлайна как раз. And you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. А первый лица по-разному, в 100 раз лучше от третьего лица СОСО. Нет, вообще как бы это вот, если кто из вас играл в Lost Planet 3, которая была такой себе немного средненькой, но там то, что вот этот вид изнутри робота, который там обуставлен, там что-то типа, знаете, разных фоточек всякого такого висело, и как бы путешествовать по такому миру и смотреть изнутри робота, это было бы охуенно классно. Да, я не спорю, это было бы, конечно, охуенно. And then there's the Colossus, the Interceptor, and finally, the Storm. Yeah, so each Javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the Javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we've built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. Тут смотри, вот the Ranger is a выбора, more да, за generalized кого? suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. Ну, я вижу что-то подобие разрушаемости. Вот, видишь? I'm just gonna say, the Storm looks like it's gonna be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now, too.
Я просто пытаюсь подыграть биотварям, блядь, и хотя бы за что-то зацепиться. People out there to send us your questions. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves both through customizing the way their javelin plays through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks. Both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit itself. We want teams to be able to do this as well. Ну, допустим, прокачивать движок робота или еще что-то. Это можно было настолько охуенно реализовать. А пока что мне показали только, как они красят. А пока что мне просто показали, как они все это красят. Ну вот, спрашивают, кстати, слово. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. Будет. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. Yummy. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means the main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time, new story, new experiences for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really awesome. Все, больше я не буду ни за что цепляться, это бесполезно. All right, Casey. We talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is going to work? Yeah, it really is about the fun of teaming up as a team of superheroes working together. So you want to get a few people together of different classes. So I think here we're going to see the Colossus, just hammering people on the ground in gameplay. If we can have a look at that. So heavy artillery, being really strong, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above. Он сказал то, что там не будут лутбоксы, там будет платная кастомизация. То есть, типа, у нас не будет лутбоксов, где вы будете наугад покупать все вещи. У нас вы конкретно будете знать, за что вы платите деньги. Ну, как бы кастомизация, частично скины будут платные. So Anthem's really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that playing with other people feels like a choice. Да ну насрать на покраску. Тут даже не покраска платная будет. Тут, видимо, какие-то скины для роботов твоих, чтобы они как-то по-иному выглядели. By yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least gives co-op a try. Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? You guys want that? All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission. Я вот сейчас думаю, можно уже вырубать как бы или еще что-то будет? Нет, давайте послушаем. Нереально интересно. You start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Нет, просто я, так, смотри. Давайте посмотрим. Давайте ждем. У них все на одном движке. Да, ну, движок, в принципе, как бы хороший. Ну да, и фуфу потянет, и... Атом. Да это же железный человек. Как бы концепция открытого мира, где ты бегаешь, блять, в охуенном костюме, это настолько пиздато. Это вот просто вот... У меня прямо, знаешь, вот просто эндорфины выбрасываются мысли от такой охуенной игре. Но если они, блядь, ее засрут... Ну если они эту идею засрут, я охуею.
Давайте показывайте новые механики, дайте мне облизаться. Я даже прощу вам скины платные, косметику. Только покажите мне, как все пиздато будет. Вот прям ух. Не то, чтобы я любил вот эти вот циферки, блядь. Я вообще не понимаю. Урон. Надеюсь, их можно будет отключить. Вот классно взрывается, но покажите еще. Сейчас прикинь, будет самоубийца. Вот так, большие противники, ну-ка. Спорим, это босс. Ну это типа такие, знаешь, это как, не знаю, типа как циклопы там в Ведьмаке. Нет, мне кажется, это типа как эти... Как эти циклопы Shadow в Зельде. of Colossus, блядь. Не, они не настолько серьезные, но... Просто большие сильные противники, которых можно пиздануть. Но если ты летаешь, тебе какая разница? Тебе какие угодно размеры могут противники быть. Он так под музыку идет. There's a shaker relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? Так, кустики не реагируют на движение персонажа, все, мне уже не нравится. Я всегда говорю, Fable 2 трава реагировала на движение главного героя. Если в современных играх этого нет, так, ну ладно. Земля от взрыва, блядь, кустики колыхнулись, ладно. Комбо. Не, ну блядь, выглядит, конечно, охуенно. Главное лишь бы цифры. А слово комбо тебя не смущает, да? Ну комбо это еще комбо. Взорвать кучу врагов, как бы, это классно. Главное, чтобы это было осмысленно и сюжет, все, чтобы вот это было нормально. А не просто Майкл Бэй. Какой-то релик. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it, and we should find the source. Тут хотя бы показывают еще от другого лица, то есть не только от этих враг ну, показывают, костюмов. Да, как все выглядит по-разному. Потому что в прошлом году было все вот чисто от вида костюмов. То есть вот от этого и от второго. Ну, разные классы вот этих роботизированных костюмчиков. Это прикольно. Опа, так, что-то типа босса. Ладно, неплохо. Давайте, покажите. Это Кейран, короче. Бля, ну показали бы драку уже. А зачем? Не, ну если это все, я не особо рад, потому что геймплей, который в прошлом показали, в принципе, был попизже. Да. Там был шторм, и земля ломалась. Вмятины были в земле от взрывов. Показывали даже, по сути, я тебе так скажу, не вот это вот нарезанное, нарендеренное, правда, а чисто вот геймплей. Ну да. So Anthem comes out February 22nd, 2019 on Xbox One, PlayStation 4 and PC. So mark your calendars, everybody. Fire off your tweets. Thank you so much again to Casey and the entire BioWare team. I know you guys had that awesome theater outside, so I will see you guys there. All right. Give it up for Casey Hudson, everybody. Я показал, там сверчок чирикнул. Не удивились. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Now, some of what you saw today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot available stuff. Все, короче, надо заканчивать. Is anybody ready to go home and download anything? Она говорит, все, No? короче. You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it.
So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Ну все, можно заканчивать. Больше они нам ничего не покажут. Ну в пизду, блядь. Хотя, на что я надеялся, ёбаный рот. По сути, единственное, что они здесь годное показали, блядь, это игру про этих двух кубриков. Показали трейлер вот этой вот странной пиздушки на лодке и все. Ну. От, блядь, Command & Conquer для телефонов мне плакать захотелось. Hi guys, my name is Chew Boy. Welcome back to the stream. Now, I know